Страны Балтии боятся прекращения огня в Украине. В Таллине, Вильнюсе и Риге заявляют, главная угроза для них – 300 тысяч российских военных. Почему? Трамп готовится нанести удар по России. Американский президент взбешен. Путин рушит его планы и ставит под сомнение легитимность Зеленского. Детали резонансного заявления из Вашингтона и Москвы. Украина начинает подготовку к выборам президента. Смена власти может произойти в ближайшие полгода. Какие шансы у Зеленского и кто является его конкурентом? Центральная Азия без работы, массовая миграция набирает обороты. Куда уезжают люди и что происходит с рынком труда? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с ситуации в Литве. Там уже 6-й день проходит поисково-спасательная операция. В центре внимания болото, в которое влетели 4 американских военных на бронемашине. Произошло это недалеко от границы с Белоруссией. Военную технику по сей день не удалось достать. Развернута масштабная спецоперация в лесах Литвы. В армии США рассказали, в чем же проблема. Первое – это, конечно, болото. Второе – говорят, что бронемашина на глубине 4 метров. Труднодоступное место, оборудование, используемое для извлечения объектов из воды или грязи, не предназначено для работы в густом лесу. Логистические сложности. Необходимо укреплять дороги и подвозить тяжелую технику, что само по себе является операцией. Маленькая площадь для размещения этого оборудования. Спасатели вынуждены работать в стесненных условиях. Напомню, что американские военные пропали 25 марта во время военных учений НАТО. 26 марта военная техника была найдена в болоте. С тех пор продолжаются попытки поднять машину на поверхность. Европа не верит, что в ближайшее время Киев и Москва придут к долгосрочному и прочному прекращению огня на фронте. Тем не менее, подготовка к послевоенному времени идет полным ходом. И первым и главным пунктом, который находится на повестке дня в ЕС, являются гарантии безопасности. В Европе не утихают разговоры об отправке миротворческого контингента в Украину. Уже в ближайшие недели спецделегация отправится в Киев и будет рассматривать вопрос того, где и как размещать войска. Обо всем этом пишет Вашингтон Пост. Государство планирует отправить военную группу в Украину в ближайшие недели, чтобы определить, сколько войск потребуется для этой группы сдерживания и где они должны быть размещены. Кроме того, они проведут консультации с Украиной по вопросу усиления ее армии для удержания будущей линии фронта. Европейцы уверены, что отменять антироссийские санкции еще не время. В то же время США вообще готовят новый удар по России. О том, что Вашингтон собирается нанести экономическую атаку и ввести новые ограничения против Москвы, заявил президент Финляндии, который накануне сыграл в гольф с Трампом. Он очень нетерпелив к действиям России, к этому сговору и промедлению с прекращением огня. Я пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договариваетесь, а потом снова выдвигаете условия. О том, что Трамп в ярости из-за действий Путина, трубят и американские СМИ в прямом эфире. Президенту США не понравилось, что Путин поставил под сомнение легитимность Зеленского и был взбешен словами Путина о внешнем управлении в Украине. Теперь дает понять, что действительно скоро Москве даст поддых. О настроениях в Белом доме рассказала Кристен Уэлкер, которая взяла интервью американского президента. Так передали сигнал в Россию. Несколько часов назад президент Трамп позвонил мне и сказал, что, цитата, «разозлен на президента России Путина и пригрозил ввести вторичные тарифы на российскую нефть». Он также сказал, «Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я сочту, что в этом виновата Россия, а возможно и нет, но если я решу, что виновата Россия, то введу вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России». Господин Трамп сказал, что 25% тарифы на российскую нефть могут быть введены в любой момент, и сообщил, что планирует переговорить с президентом Путиным на этой неделе. Президент также сказал мне, цитата, «Я был очень зол, разозлился, когда Путин начал ставить под сомнение авторитет Зеленского и заговорил о новом руководстве в Украине».
А в Украине тем временем идет закулисная подготовка к президентским выборам. Об этом пишет The Economist. Авторы издания напоминают, что еще 2 месяца назад Зеленский категорически отвергал возможность президентских выборов в разгар войны. Но после скандала с Трампом в Белом доме его позиция резко изменилась. Теперь идут серьезные приготовления, а источники в правительстве говорят о возможном голосовании уже через несколько месяцев. Украинцам могут сказать о том, что выборы будут проводиться не ранее 5 мая, когда парламенту предстоит продлить военное положение. И если оно не будет продлено, выборы станут реальностью. Отмена военного положения является необходимым первым этапом для начала избирательного процесса. Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето. Закон требует не менее 60 дней для агитации, поэтому самая ранняя возможность – начало июля. Но некоторые источники говорят, что кампания должна продлиться 3 месяца. Как сообщается, именно столько времени необходимо избирательным органам для восстановления списков избирателей в разгар войны. The Economist пишет о 2 потенциальных кандидатах, которые могли бы стать основными соперниками Зеленского. Это Петр Порошенко и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Порошенко, например, считает, что избирательная гонка уже началась с момента, когда Зеленский ввел против него санкции в феврале. Экс-президент уверен, что его хотят исключить из гонки, а также напугать Залужного, который остается реальным конкурентом Зеленского. В то же время остается и открытым вопрос, а как голосовать всем тем, кто из-за войны выехал из страны или же находится на фронте, а также на территориях подконтрольных России. Аналитики Института изучения войны считают, что Путин не просто так недавно вернулся к рассказам о нацистах в украинском правительстве. ВСВ считают, что это может создать информационные условия для России, при которых она сможет нарушить любые достигнутые условия соглашения. О нацистах заговорил и Лавров. И сейчас мы видим, как тоже почти весь Запад, почти весь Европейский Запад поставлен под ружье для того, чтобы на своих штыках пытаться продлить жизнь нацистского режима Зеленского. А страны Балтии тем временем бьют тревогу. Перемирие в Украине усилит угрозу со стороны России, считают в Латвии, Литве и Эстонии. Министры обороны этих стран уже предупреждают, что любое прекращение боевых действий даст Кремлю передышку для перевооружения и перегруппировки сил на границе с НАТО. Давайте не будем питать никаких иллюзий. Давайте не будем лгать себе, что Россия собирается закончить после Украины. Россия использует это время после прекращения огня для наращивания своего военного потенциала. У них уже есть огромная, обученная на поле боя армия, которая станет еще больше. Представители Вильнюса, Таллина и Риги считают, что одна из главных угроз для их стран – это 300 тысяч российских военных, закаленных в боях. Из 600 тысяч российских солдат, воюющих в Украине, половина может быть переброшена к границам НАТО. Кроме того, тревожным сигналом в странах Балтии считают и совместные учения армий Путина и Лукашенко, которые пройдут в ближайшие месяцы в Беларуси. Страны Балтии особенно обеспокоены масштабными военными учениями, известными как «Запад-2025», которые пройдут вблизи их границ в России и Беларуси этой осенью. Проводимые каждые 4 года учения имитируют конфликт со странами НАТО и включают в себя десятки тысяч военнослужащих, танки, авиацию и артиллерию. Напомню, что в России и в США заявляли, что Москва не имеет военных планов нападать на Европу. Например, в этом на 100% уверен спецпосланник Трампа Стив Уитков, который с начала этого года, напомню, потратил как минимум 8 часов времени на личные переговоры с Путиным. Но сейчас, судя по последним заявлениям Трампа, доверие к Кремлю пошатнулось. А что вы думаете? Напишите, пожалуйста, свои мысли в комментариях. Подписчики из Украины, ответьте на вопрос, кого вы видите следующим президентом Украины. Будет ли на второй срок переизбран Зеленский? Каковы шансы у Порошенко и Залужного? И напоследок уже традиционно новости из Центральной Азии. Трудовая миграция из Узбекистана бьет рекорды. Люди массово покидают страну и покоряют Европу. Число выехавших за границу граждан Узбекистана в 2024 году достигло 6,2 миллиона человек, что на 29% больше, чем в 2023. Такие данные опубликовал Центральный банк, зафиксировав резкий рост трудовой миграции. Одновременно объем денежных переводов от работающих за рубежом узбекистанцев вырос на
30% и составил почти 15 миллиардов долларов. Это еще раз подтверждает, что все больше граждан находят заработок за границей, а не на родине. Европа в числе приоритетных направлений. Миграционные потоки в страны Евросоюза стремительно растут. Наибольшей популярностью среди узбекистанцев пользуются Польша, Литва, Германия и Латвия. Отдельно стоит отметить Великобританию, где спрос на сезонных рабочих остается высоким. Количество виз, выданных узбекистанцам с 2021 по 2023 год, выросло в 7,5 раз. Азия также принимает все больше мигрантов. Число резидентов Узбекистана в Южной Корее уже приблизилось к 95 тысячам, а Турция выдает все больше видов на жительство. Однако главными направлениями по-прежнему остаются Россия и Казахстан, куда едет большинство узбекистанцев в поисках заработка. Тренд очевиден, все больше людей покидают страну в поисках лучшей жизни. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи.